Привет, народ! Прикупил себе, значит, вот такую вот кофеварку Garlin L70, кофеварка рожковая. Garlin, я так понял, это фирма российская, производится в Китае, как всегда. Но на сайте производителя написано, что помпа здесь итальянская, давлением 15 бар. Сейчас по-быстрому распакуем и попробуем, как она работает, как готовит кофе. Можно сделать здесь в автоматическом режиме капучино, латте, ну и сам эспрессо. Молоко взбивается автоматически, есть специальный контейнер. Да, и также можно подавать просто взбитую пену в чашку. Вот так вот выглядит наша кофеварка. В комплекте я уже ее запускал, пробовал. Вот такого объема контейнер для воды, рожок с двумя чашками, побольше и поменьше, ложечка с темпером, темпер хреновый, ну как у всех комплектных. Устанавливаем емкость с водой, закрываем крышку. Характеристики кофеварки будут вот здесь вот в уголке. Вот так, значит, выглядит у нас меню, кнопочки. Снизу вот этот лоток можно снять. И здесь находится подставка, которая тоже снимается, подставка для воды. Удобно доставать, достать, помыть, все очень удобно. Также есть резервуар для молока. Это носик, откуда оно подается. Здесь регулятор количества пены. Вот. Но помимо всяких регуляторов, ее можно программировать под свое количество выдаваемого кофе, молока, пены, всего что угодно. Нажатием вот на эту кнопку открывается контейнер. Нальем сюда молока. Так, до максимальной отметки. Ну, чуть меньше. Вот здесь есть отметка максимальная. Так, ставим его на место. Вот здесь снизу есть еще подставка для... Вот так она открывается. Сюда ставятся короткие низкие чашки. Но я использую вот такие вот. Так что мне она не пригодилась. Включаем кофеварку. Так, мигают все кнопки. Ждем, пока не перестанут мигать. Пока кнопки мигают, кофеварка нагревается, готовится к работе. Так, кофеварка готова к работе. Я возьму небольшую чашку. И вот такой темпер есть у нас. Приминаем им. Лучше, конечно, купить темпер такой металлический. Ссылку оставлю под видео в описании на темпер, который заказывал с Алиэкспресса. Этот плохо приминает, он не жесткий. Установили наш рожок. Так, значит, что у нас по меню? Это у нас эспрессо 1 чашка. Это то же самое эспрессо, только 2 чашки, двойная порция. Это у нас капучино, это латте. Вот этот значок, это просто молочная пена. Выдает вам в стакан просто молочную пену взбитую. Это кнопка очистка. То есть можно очищать отдельно как контейнер для молока, так и запускать полную очистку. Там очищается вся кофеварка вместе с контейнером для молока одновременно. Сейчас я запускаю двойную порцию эспрессо. Заводские настройки. Количество кофе выдается, которые установлены на заводе. Также можно задать свое количество воды, которое она будет выдавать, то есть сколько получится кофе. Это у нас получилась двойная порция, а одинарная порция, соответственно, в 2 раза меньше будет. Ну и, как я уже сказал, это все дело программируется. Для того, чтобы запрограммировать количество кофе, которое вы хотите получить, нужно подставить чашку, нажать вот эту кнопку и держать ее. Польется вода,
и когда нальется нужное вам количество, просто ее отпустить. После этого в следующий раз при нажатии на одну чашку вам будет выдаваться то количество, которое вы запрограммировали. То же самое со всеми остальными менюшками. Двойную чашку также нажимаете, держите, льется вода. Когда нужное количество налилось, отпускаете, и все, это количество уже запрограммировано. Также для латте и капучино сначала выдается молочная пена, нажимаете, держите, льется молочная пена. Когда вам нужное количество натекло, отпускайте кнопку, и в следующий раз пены будет молочной именно это количество наливаться. Все очень просто. Так, теперь запускаем капучино. Только я сейчас забыл поменять рожок. Делаю уже в использованном кофе. Ну ничего, это просто для того, чтобы показать, как это все работает. Конечно, немного потемнее будет, если свежее кофе заправить. Но сам принцип работы вот такой вот. Так, дальше латте. Запускаем дальше латте. Не буду менять кофе. Так, ну и латте готово. Конечно, с новым кофе цвет будет намного красивее. Но менять я не стал, так мы не дегустируем, а просто смотрим принцип работы кофеварки. Красиво оно так расслаивается здесь. Ну, просто молочную пену, я думаю, нет смысла показывать. Там все понятно, вот такая вот пена будет, просто одна пена идти вам целый стакан. Не знаю, для чего это, если только добавлять ее в эспрессо. Так, ну и вот что у нас получилось. Эспрессо, 2 порции, капучино и латте. Цвета, конечно, со свежим кофе здесь будут намного интереснее. Так, теперь как происходит процесс очистки. Для этого наливаем в контейнер для молока воду, закрываем, устанавливаем. Берем чашку побольше. Так, ну рожок нужно снять, конечно, кофе здесь не нужно. И просто нажимаем вот эту кнопочку. Полилась у нас вода из носика для молочной пены.
Видим, как вода в контейнере для молока уменьшается. И в любой момент можно остановить процесс очистки, когда вы считаете, что этого достаточно, нажатием на ту же самую кнопку. Все, очистка завершена, молоко, оставшееся в трубках, вылилось, вода мутная. Есть в магазинах специальные средства для очистки кофеварок от накипи. Она как-то разбавляется с водой, вот в основной резервуар для воды добавляется. И полная очистка включается той же клавишей, только ее нужно нажать и подержать. Все, процесс запущен. И как мы видим, вода уже льется не из молочного отсека, а из самой кофеварки. Так она будет прочищаться от накипи. И также вода периодически сменяется, льется из отсека до молочной пены. Это полная очистка. Опять полилась вода сверху. Ну и так будет оно чередоваться. Удержанием этой кнопки, точнее просто нажатием, отключаем. В общем, вот такая вот получилась кофеварка. Мне очень нравится, особенно тем, что можно регулировать, программировать количество выдаваемого кофе. Пена взбивается автоматически. Также можно вручную наливать. Вот, ну на этом, наверное, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим видео в социальных сетях. Все это очень поможет развитию канала. Ведь вам не сложно, а мне приятно.